Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня у нас с вами быстрая несладкая выпечка, а именно наливной пирог с яйцами и луком. Давайте приступим. Перво-наперво поставим разогреваться духовку до 180 градусов. У меня это происходит за 10 минут. За это время я успею приготовить и тесто, и начинку. Далее готовим форму. У меня форма 28 сантиметров. Я выстилаю дно и бока пергаментом и слегка смазываю подсолнечным маслом. Приступим к приготовлению теста. 200 мл кефира выливаем в чашку. Кефир должен быть либо подогретый, слегка теплый, либо комнатной температуры. Ледяной из холодильника не нужно, не поднимется пирог. Далее добавляю 150 грамм сметаны. Сметана может быть любой жирности. У меня 15%. Следующий ингредиент – яйца. 3 куриных яйца нужно разбить в чашку. Перемешиваем. Взбивать не нужно. Нужно просто перемешать ингредиенты. Пол чайной ложки нужно добавить в тесто. У меня как раз мерная ложечка на пол чайной ложки. Далее добавляю 50 грамм сливочного масла, размягченного. Оно уже мягкое и хорошо разойдется в тесте. Перемешиваем. Ну вот почти масло разошлось. Пока будем другие добавлять ингредиенты, оно окончательно растает. 80 грамм твердого сыра нужно натереть в чашку. Вот у меня сыр, я прямо туда и буду его натирать. На крупной терке. Натерла, перемешаем. 170 грамм муки смешаем с 10 граммами разрыхлителя и, просеивая, постепенно будем вводить в тесто. Перемешаем и оставшуюся часть вводим. Все. Тесто готово. Пока отставим тесто в сторонку, я приготовлю начинку для пирога. Начинка у нас очень простая. Яйца, зеленый лук, соль, перец. 5 отварных яиц нужно порезать на мелкие кубики. Яйца порезала. Теперь нужно взять 70 грамм зеленого лука и порезать и добавить к яйцам. Так получилось, что у меня именно 70 грамм. Если у вас лука 100 грамм, пусть будет 100. Если 80, пусть будет 80. В принципе, этот ингредиент можно добавлять по вкусу. Режем как можно мельче. Отправляю лук к яйцам. Примерно 3 чайной ложки соли добавляю. И черный перец по вкусу, кому как нравится. Перемешиваем, и начинка наша готова. Духовка нагрелась, будем формировать пирог. Третью часть, не половину, а третью часть теста нужно вылить в форму. И распределить по дну равномерно. Тесто жидкое, но поэтому пирог и называется наливной. Вот что у меня получилось. Теперь выкладываем начинку. Сразу стараемся тоже равномерно ее раскладывать, потому что потом распределить, подтянуть к краю ее сложно будет. Тесто жидкое, и яйцо сразу же проваливается. Начинку сложила. И теперь оставшееся тесто выливаем на начинку. Тоже распределяем аккуратненько по начинке. Ну вот, все. В таком виде ставим в духовку на 40-45 минут и выпекаем при температуре 180 градусов. Минут через 40 проткнуть деревянной шпажкой и посмотреть, сырое тесто или нет. Пирог испекся. Я достала его из духовки. Вот такая красота получилась. Давайте будем открывать форму. Посмотрите, какой замечательный пирог внутри. Снизу тесто, сверху тесто, посередине начинка. Пирог невысокий, потому что форма большого диаметра, но это и неплохо.
Много начинки, много вкуса. Друзья, этот рецепт, как и многие другие мои рецепты, универсальный. Начинка может быть любая. Можно взять тушеную капусту с мясом, с фаршем, с грибами. Можно взять картофельное пюре с фаршем. Можно без фарша. То есть полет фантазии любой хозяйки может раскрыться в этом пироге в полном объеме. За 40 минут можно приготовить замечательный быстрый ужин для всей семьи. Приятного аппетита вам, друзья! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень жду вашу реакцию на мою работу. Я всем желаю здоровья, счастья. До встречи на моем канале.